Добрый вечер, дорогие друзья. Перебирая свои материалы литературные, возвращаясь к прошлому, вот встретил свой первый сборничек, называется «Мысли вслух». Сам издат 1991 год. Я тогда только начинал приобщаться к творческому наследию, перерабатывать стихи поэтов прошлого, настоящего. Ну и как-то возникла идея, потребность, скорее всего, выразить свои чувства, которые в своих чувствах выразить жизнь, выразить свои впечатления. И даже интересно читать, вот по прошествии такого времени, читать свои стихи, свои мысли. И хотелось бы поделиться с вами. Первая глава, как бы сказать, этого сборника, который небольшой такой, концентрация моих стихов, называется «Мимоходом». Сегодня встретил своего знакомого, которого давно не видел и не сразу узнал. В моей памяти он остался вчерашним. Ведь действительно, порой встречаются люди, которых мы не видели очень давно, и мы их встречаем, мы их еще видим теми молодыми, а они уже изменились. И, как бы сказать, понимаешь, что время летит безвозвратно. Как быстро летит время. Мне уже чуть за 30, а совсем недавно было 18, и 30-летние казались почти стариками, а теперь 40-летние еще молодые. Когда ты говорила с ним, твои глаза горели, со мной потухший взгляд. Все ясно мне без слов. Мешаться не хочу и не могу, не утешай, переживу, прощай. Гости. Тук-тук-тук. Кто там? Это радость. Радость. Я открою дверь. Тук-тук-тук. Кто там? Друзья. Проходи по одному. Кто пришел, я посмотрю. Тук-тук-тук. Кто там? Это смерть. Смерть. Я закрыл дверь и закрыл окно. Только здесь она давно. Следующее стихотворение. Есть категория людей, что без ножа зарежут, пустой премудростью своей. И если скажешь им о том, ты станешь вечным им врагом. Ну, как-то так вот, стихотворения как-то, не знаю, мысли, они просто возникают, ну, невозможно порой их откинуть, ну, и требует, скорее всего, нужно сказать, и забыть о них, наверное. Ну, не все я, конечно, читаю, потому что, как говорится, это уже прошло время. Ну вот есть такое стихотворение: «А куда мы с тобой идем, не знаем сами, в лодке по морю плывем под парусами. Паруса у лодки тряпошные, а знакомство наше шапошное, да не дай-то Бог разразится шторм, нашу лодочку опрокинет он. Как нельзя на лодке по морю плыть, так нельзя в семье без согласия жить». Ну, тоже какие-то так житейские ситуации. Ну вот, сейчас найдем что-нибудь еще. Понимаете, мы, когда бывает цивилизация жизни, когда мы забываем несколько о том, что существует природа, существует уединение, и порой не замечаем мы простые какие-то мгновения радости жизни,
сетуя о каких-то там невзгодах. И вот родился такой. Мы так привыкли к уличному освещению, что почти забыли, как выглядит настоящая ночь. А ведь это действительно так. Мы очень редко, бывает, смотрим на небо и видим звезды. А когда мы вспоминаем это, эти звезды поражают нас и выручают. Они дают нам способность к жизни. Надо же, в некоторых людях узнаю своих знакомых. Кажется, время повернулось вспять. Так и хочется крикнуть «Здравствуй! Как поживаешь?» Но прекрасно понимаешь, что время необратимо, и проходишь мимо, вспоминая свою молодость. Ну, есть второй, вот я подхожу к второй части, называется «Вдохновение». Ну, здесь оно немножко, наверное, касается творчества, восприятия творчества других, свое, и вообще взгляд на мир, как художник смотрит на мир, как я смотрю на мир. Ну, что-то сейчас найдем. Творчество. Вот называется такое стихотворение, как бы сказать, или взгляд, называется творчество. Рассечь на части собственное сердце и вынести торговый ряд. Кому понравится, берет, кому не нужно, проходит равнодушно, кому не нравится, осудит, на каждого творца свой суд. И оседлав Пегаса, взлетел он на Парнас и начал петь про облачные дали, забыв о нас, живущих на земле. Чем крупнее поэт, тем сильнее в его сердце борьба человеческих чувств. Перемолоть врагу все кости, тонна грязи, центнер злости, сострадания ни грамма. Что же это? Эпиграмма. Я книгу прочитал и так устал, как говорится, ни уму, ни сердцу, лишь только время потерял. Бедный ум, ты побывал на свалке слов. Ну, Пушкин, солнце русской поэзии. Солнце закатилось, и на Парнасе сейчас ночь. Луна печально льет свой свет, да звезды вдалеке мерцают. Природа отдыхает. Ну, памяти вот Грибоедова он промелькнул, как метеор. Такая у него судьба. Но нам оставил на века пьесу «Горе от ума». Дар поэта, для поэта народ, что кислород, оттуда он черпает силы. Вдохновение, вдох – озарение, выдох – откровение, мгновение, живущие века. Лаборатория поэта. Бумага, ручка, голова, действительность, затронувшая сердце. Ну, это, как бы сказать, такие мои стихотворения. Вот, как бы сказать, вот написано, я порой возвращаюсь к своим прежним, вот сейчас есть возможность возвратиться к твоим прежним записям, просматриваю их и редактирую. Нашел вот старые, такое, как бы сказать, зарисовку, она у меня была не окончена. Сейчас я ее закончил в эти дни и хочу прочитать вам. Здравствуй, любовь моя,
и увидел в глазах твоих, кто ты. Это я, судьба твоя. Дай ладонь мне свою и пойдем по свету. Я покажу тебе мир, прежде тобой неведомый, мир души моей. И бредешь ты одна по жизни этой, и в глазах твоих печаль, а улыбка твоя горька, и солнце печет, и некуда скрыться, и изнываешь от жиры этой. И холод сжимает душу твою, и дождь по щекам стебает, и ветер сушит тело твое, и стану я кроной древа, и спасу от жары, и устрою навес от дождя, и стены от ветра воздвигну, и будет тепло и сухо, и покойно душе твоей, и напитаю любовью своей, и укреплю дух твой. Дай руку мне, и пойдем рядом до скончания века нашего. Не протився судьбе своей, ибо вышли из разных мест, и прили, не ведая куда, и претерпели многое ради встречи этой. Но это тоже давнейшее стихотворение, это 90-х, не стихотворение, это, как бы сказать, пришло несколько строчек такое. Спит малыш в кроватке своей, устал бедняжка, набегавшись за день. Разметал ручонки свои и лежит, посапывая. И такое спокойствие в светлом лике его, будто ангел небесный спустился на землю грешную, доверчивый и беззащитный. Но не спят ловцы души его, темным тенью кружат они, тянут грязные лапы свои и не смеет приблизиться, ибо стоят на страже отец и матерь его. Смотрю на него, и тает душа моя, заединевшая за день, ибо вижу отрады глаз моих и награду за труды моих, и расправлю неровности души его, и направлю на путь истинный. И взывая я к Господу, не оставь детей наших, ни в горе, ни в радости. Да пребудет благодать Твоя и ныне, и присно, и во веки веков. Да будет так. Ну, следующая такая зарисовка. Когда творишь дела, не забывай. В одной душе и ад, и рай. И что конечный результат поднимет в рай, опустит в ад. За все приходится платить. Даже за любовь. Любовью. Это действительно так. Даже за любовь приходится платить. Но это любовь. Несколько стихотворений, которые, как бы сказать, может быть, детские, не знаю, но такая вот, как говорится, заботливый папаша детские. Кушай кашку, Маша. Не хочу, ешь, не то поколочу. Дождик на дворе шумит. Намочу, мне говорит, не боюсь, кричу в окно. Дома сухо и тепло. Каждый вечер жду я встречи. С кем? С любимой? Что ты? С книгой. Гусь шипит. Не подходи, мимо проходи. И не тронь моих гусят. Тронешь, сам не будешь рад. Ну, и поговорки есть, пословица, вот так как-то пришло мне на ум. Гром грохочет вдалеке, фрол хохочет на пеньке. Гром гремит, а фрол хохочет, из пенька вставать не хочет. Да чего ж пенек смешной? Не смешно? Присядь со мной. В деревне Дубки дед дал дуба. Такой мороз, что не спасла и шуба. Видно, там, наверное, газ не привели когда-то еще. Но это было тогда еще.
91 год. Что парнишка загрустил? Ветер у меня спросил. Ветру горе рассказал, туча в тучи, туча в кучу он собрал, дождь грустить со мной стал. Вот еще поговорка такая: фрол дрова колол, да языком молол. Ну, что-то так молол, а мне вдруг пришло. Фрол дрова колол, да языком молол. Язык без костей, много всяких новостей. Тяжела работа и болтать охота. Совместил два дела, да топором в колено. И с тех пор фрол, когда дрова колол, языком не молол. Ну, правильно. Или работа, или дело. Или языком молоть. Тоже работа. Вот еще такое, вы знаете, как же, она, наверное, тема актуальна, она всегда такая. Вот, дураки, дороги, как говорится, вот. Почему дороги на Руси плохие? Потому что мужики здесь живут лихие. Мужичишки пьют безбожно, что нельзя и все, что можно. А потом, шатаясь, по домам попрутся, головами об асфальт, спотыкаясь, бьются. 1991 год. К вопросу о гении. Гений он через века, а пока признают за дурака. Ведь не хочет в дураках большинство ходить никак. Спорить с пустым человеком, тушить пожар дровами. В дни великой тревоги вспоминаем о Боге, и поклоны кладем, и грехи признаем, но уходит ненастье, и забудем опять, чтоб в минуты несчастья вновь на помощь призвать. Рассуждая о жизни, смотря на эту жизнь, как бы сказать, я лично как-то понимаю, что неурядицы – это мои неурядицы, проблемы – это мои проблемы. Не хочется эти проблемы нести куда-то, тем более спихивать на кого-то. И рождались такие слова. Благодаря судьбе, пославшей испытания, я научился видеть мир, пройдя через страдания. Это великая вещь. Пройти через страдания, их осмыслить и очиститься, и смотреть на мир чистыми глазами и ясным взглядом, и с чистой душой, понимая, что в твоих проблемах никто не виноват, кроме так, как ты, и что дано судьбой этого не миновать. И не нужно винить в своих бедах других людей, и обстоятельства, и страну, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Вот это стихотворение было опубликовано очень давно, написано, сейчас посмотрю, когда 12.01.92 год. Вы знаете, я пришел, как бы сказать, прикоснуться к этому миру творчества после больших, как бы сказать, катаклизмов, потрясений своей души, и начал осмысливать. И сказано, что не ищи учителя, ибо когда ты будешь готов, учитель сам придет к тебе. В моей жизни очень много людей, соприкоснувшись с которыми я понимал эту жизнь, поднимался по этой жизни, по этой лестнице, откуда-то из глубины, со дна, сталкиваясь с какими-то жизненными неурядицами, и вдруг мне попадались люди, которые давали мне какой-то жизненный ориентир, вектор направления, сообразно моему сердцу, стремление к добру. И вот одним из таких человеков был новомосковский, вернее, скажу так, русский художник, русский прозаик
писатель, неординарный человек Глеб Иванович Паншин, с которым судьба меня свела в Туле, издатель журнала «Куликово поле». Мне довелось встретиться с ним. Мы были в хороших отношениях. Я неоднократно разговаривал с ним, встречался. И он опубликовал мои несколько стихотворений в журнале «Куликово поле», почивший в Бозе, но он остался, этот журнал «Куликово поле», в аналах нашей истории. Я помню этого Глеба Ивановича, чту его память, Царство Небесное ему. Он оказал на меня огромное влияние. И вот это стихотворение он опубликовал. «Моя судьба, даруй мне силы, чтоб верным быть мне до могилы, даруй любовь, чтоб не пропасть, и совесть дай, чтоб в грех не впасть, даруй терпение в трудах, чтоб фальши не было в словах, и сердце, чтоб других понять, и чтоб себя не потерять. Ум ясный дай, и чистый взгляд, и утром бодрости заряд. Что? Многого прошу? Молчу, судьба моя, молчу. Вы знаете, вспоминая сейчас прошедшие годы, вспоминая людей, с которыми столкнула меня судьба, промысел Божий, искренняя благодарность всем людям, событиям, которые случились в моей судьбе. Низкий поклон им, которые живы. И все равно низкий поклон и мои молитвы тем, кто ушел из нашей жизни. Также мне довелось встретиться с членом писательской организации Виктором Федоровичем Пахомов. Я также частенько встречался с ним. Мы разговаривали о жизни. Он принял мое творчество, советовал, как писать стихи. Вот. Я тоже, как говорится, вспоминаю его, и добрым словом отзывается мое сердце на это. Дефицит доброты и людского тепла. Значит, опять наступила зима. Лютый мороз, оттепель, снег. Редко счастливый слышится смех. Часто встречаю угрюмые лица. Как подойти, как подступиться? Холод в словах и в глазах лед. Изредка лучик солнца мелькнет. Снова свинцовые тучи ползут. Стужью ненастье с собой несут. Разные были у нас времена. Переживется и эта зима. 13.05.92 год. Я входил в литературные общества разные, тульские, искал, как бы сказать, единомышленников, понимая свое, как бы сказать, ущербность или не ущербность. Я не знаю, ущербность или нет, это тяга к знанию. Ну, скорее всего, ущербность. Сократ сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. И я стремился общаться с людьми, которые мне бы, 92 год мне было все-таки 32, 30, так вот, 3. Но все равно я как-то искал себя. Я поздно пришел в творчество, начал в 26 лет. И никогда не считал и не считаю себя совершенством. Всегда понимаю, что нужно учиться у жизни, учиться у каждого человека, который встречается на твоем жизненном пути. Брать все то хорошее, что есть в каждом человеке. Видеть в человеке только хорошее, неважно. Как говорится, бывает, он даже, может быть, источает внешне в себе какое-то неприятие, может быть, какой-то, может быть, кажется, что наглый или там такой, но все равно с годами возникло понимание, что этот человек, он неплохой. То есть он пытается показать, что он такой, как бы, плохой, но это его, как бы сказать, плевок на, будем говорить, на те коллизии, которые случаются в его жизни. Просто он
Он хороший. А вот еще. Рассердилась, видимо, зима. Напоследок хлопнула метелью. К полудню опомнилась. Дома вместе с нею каялись, как перья. Это как раз был март. Вот была такая же погода, может быть, сначала тепло-тепло, а потом вдруг резко, как наша природа, выпал снег за ночь. И к полудню действительно зима каялась капелью. Это наша природа, наша родная природа. Одно время, вот сейчас астероид какой-то там приближается, а в 1997 году комета какая-то там приближалась к нашей Земле. Ну и мне пришли слова. Лети, комета, мимо, добрый путь, мирам иным передавай привет, и с миром, возвратясь когда-нибудь, потомкам нашим донеси ответ. Потому что эта комета прошла мимо нас, улетела куда-то вдали, и она когда-то вернется и принесет наш ответ нашим потомкам уже оттуда. Какой у вас красивый смех, живой водою в сердце льется, и видно сразу, он из тех, что от рождения дается. Вы счастливы, и в том секрет, и вы любимы без сомнения, и дай вам, Боже, долгих лет любви, надежды и смирения. Это какая-то, скорее всего, 97-й год, это какая-то была отголосок на какую-то встречу человеку, вот, который смеялся так вот, что-то, может быть, зашел в мою душу и выразил словами. Меня всегда, как человека, волновал вопрос бытия. Вопрос, откуда я, откуда мы пришли, вопросы добра и зла, и куда мы идем. И это мои внутренние какие-то противоречия выражались словами. И не сразу, но какие-то образы приходили, которые требовали, чтобы с ними поработать. И получалось, как бы сказать, метафоры, такие, как я вижу этот мир. Я снежинка, истеку водою в свой срок, в океан под названием вечность. Я песчинка, по воле ветра качусь в неизвестность, сопротивляться пытаясь, то одна, то в бархан собираясь, вместе с себе подобными, где окончу свой путь, и зарвусь, и сдерусь, и затрусь. Это действительно так. Если песчинка, она когда-то была скала, монолит, потом дождями, ветром эта скала превращается в камни, камешки и песчинка. И в конце концов-то эта песчинка также исчезнет, как будто и не было. В небытие. Но она была. А после поэта остаются его стихи, если они действительно хорошие стихи, остается вечность, которую на мгновение зафиксировал поэт Пушкин, Гёте и другие величайшие мыслители, поэты. И, между прочим, еще что? Мы остаемся также в наших детях, в нашей любви. И вот такое стихотворение тоже было, 95-й год. Между светом и тьмой, между жизнью и смертью мы застыли с тобой у порога к бессмертию. Мы не можем решить, и чему удивляться, или вместе нам быть, или лучше расстаться. Есть ли равенство знак между любовью и страстью, или мы просто так, лишь друзья по несчастью? Может, нас средь зимы закрутило так вьюга, чтоб дыханием своим
мы согрели друг друга. Шутка это судьбы или промысел Бога, что стоим я и ты у бессмертия порога. Вот такие вопросы волновали меня тогда. Я и сейчас не могу сказать, как бы сказать, ну да, у бессмертия порога в моем понятии, если в человеческом так, это продолжение рода. Господь дал мне 2 замечательных сыновей, которые продолжают традиции нашего народа, нашей страны, моего рода. Я смею думать, что если Господь дал мне жизнь, то не напрасно. Она отражается в моих детях, в наших детях. И слава Богу, также у каждого есть дети, чтобы ваши дети тоже несли вашу частичку, которую нам дали наши предки, наша страна, наша природа. И очень здорово, что природа, как бы сказать, краи страны, край, страна, особенности другого народа, они выражаются. Нас много, и каждый по-своему хорош. Дай Бог, чтобы существовало добро, которое несут каждый человек в себе. И вот еще такое же, как же из такой же пьесы, когда вот это решался вопрос, остаться нам или нет, я с тобою живу, как у Бога. Все прекрасно и все хорошо. Если станет мне трудно или плохо, ты готова подставить плечо. Ты хорошая женщина, знаю, вижу я, что ты любишь меня, ты прости меня. Все понимаю, только я ведь живу, не любя. Вы понимаете, как бы сказать, рассудок, конечно, здесь включается, когда человек не любит, не то, что любовь, будем говорить, когда вот любит человек, допустим, страсти вот это, или любой человек, здесь, скорее всего, просто, когда рассудок включается, это, скорее всего, не любовь, а попытки объяснить свои чувства. Вот еще зарисовочка. Шаркающей походкой, с согбенной спиной идет мужчина по улице, не старый и не молодой, жизненные неурядицы сплющили позвонки, бредет понуро опущенных губ его уголки, бледные краски бросила печаль на его лицо, признак отсутствия счастья на лицо. Вот такая зарисовочка, вы понимаете, как бы сказать. Потому что иной раз видишь, идет человек, вот так вот, какие-то его жизненные неурядицы, несет нас все несет на своем лице. И думаешь, Господи, вразуми его, дай лучик света, пусти лучик света. Да я даже не так скажу. Вы понимаете, Господь-то Он пускает лучик света, просто человек, он замкнулся в своем мирке, замкнул свое сердце, идет и думает, что мир беспросветен, а на самом деле обратись к Господу, обратись к Создателю, и ты увидишь этот свет, и станет легче. Просто нужно открыть глаза, посмотреть и увидеть этот свет, увидеть добро, которое в этом мире, и принять. Но порой человек, не хватает у него, как бы сказать, я не знаю чего. Так. Нет, это уже пока не будем. Сквозь призму времени смотрю, взрывая пыль столетий, и вижу новую зарю средь бурных лихолетий. Постиг вдруг сущность бытия, в основе мироздания отчетливо увидел я людское сострадание. И стало как-то мне теплей от мысли, что и я, с душой метущейся своей, частичка бытия. Вы знаете, очень помогает обращение к высоким
к вершинам поэзии, культуры, гением мысли, гением, которые на немыслимой высоте, пронзая времена, подсказывает нам, к чему нужно стремиться. Эти вершины духа, которые нужно еще подняться, не опуститься вниз туда где-то, что легко обвинить кого-то в своих бедах, легко сказать, этот мир плохой, но подняться к высоте, это очень трудно, подняться к гению, подняться к Богу. Это очень трудно, это требует усилий мысли, усилий воли. И если человек, превозмогая трудности, поднимается, он открывается новые вершины и понимает, что жизнь, она-то прекрасна. Просто мы, замыкаясь в своих чувствах, замыкаясь, опускаем себя в ад. Понимаете, а вверху-то рай. Будь наверху и стремись, и ты увидишь прекрасное. Вот еще. Каждый шаг от любимой 100 пудов на ногах, а вернуться мешает гордость. Да, гордость, это самолюбие, эго, которое в нас, она действительно нам затмевает любовь, затмевает все истинные ценности в жизни. Ну вот как-то так. Вот еще зарисовочка такая, вы знаете, как бы сказать, картинка. У меня вообще-то редко такие бывает, как бы сказать, я иду от логоса, от слова, от разума. Есть поэты, которые рисуют мазками, рисуют картины. Ну вот, я не знаю, вот какая-то зарисовочка вот у меня была, она вот лежала, а потом я ее завершил совершенно недавно. Подарили женщины цветы. В вазу она их поставила, воды налила, чтоб дольше стояли, радуя глаз. Рядом присела, задумавшись, лодочкой руки сложив. Что ты взгрустнула, милая? Или в цветении их ты мимолетность, или что ты взгрустнула, милая? Или в цветении их ты мимолетность дна вдруг обнаружила? Вы понимаете, действительно, вот они, цветы, мимолетность. Как-то так. Знаете, скажу так. Свою бытность я как-то занимался, я изучал в школе немецкий язык, неплохо, хочу сказать так. Одно время вернулся до того, что начал читать поэтов в подлиннике, правда, со словарем. Ну и, естественно, понял, что перевод – это все-таки взгляд на мир поэта, который переводит другого поэта. Понимаете? Вот. Все-таки поэзия в переводе – это все-таки уже несколько другая поэзия. Она отражает более внутренний мир человека, который прикасается к великому наследию, допустим, Йотте, Йене, понимаете, Теодора Фонтане. И все-таки перевод – это не то, что хотел высказать автор. Ну вот я как-то сделал свои небольшие такие зарисовочки перевода Теодор Фонтане. Называется «Полдень». Сосны спят на солнечной опушке, невесомы облака вдали. Все утихло, чтобы я услышал тихое дыхание земли. Все безмолвно. Горы и долины, грудь спирает душный воздух мне. Зазвенит, когда ударит дождик каплями по крышам и листве. Ну вот я так увидел Теодора Фонтане. Можно, конечно, привести по-немецкому. Я сейчас не взял, кажется, но тот, кто, кажется, знает немецкую поэзию, они поймут. Дым. Бертольд Брехт. Очень такое стихотворение. Я читал ее в переводах других языков, но я прочитал ее по-немецки, вот, со словарем понял смысл дословный, и свое видение я дал.
Дым, озеро, домик средь лип и берез. Дым из трубы подымается. Прочь безнадега. Коль в печке огонь, значит и жизнь продолжается. И вот такое последнее стихотворение из Гёте называется «Божественное отрывок», четверостишье. Будь благороден, человек, умей творить добро. Средь благодатей на земле важнейшее оно. Ой, Господи, и вы знаете, вот я сейчас читаю и смотрю свои стихотворения, разные по ходам, разные по стилистике, и окидывая взглядом, начал я писать с 86-го года, после метаморфоз своей семейной жизни. И, понимаете, когда со мной случилось, как бы сказать, ну, назовем это, как бы сказать, трагедия или не трагедия, кто как это как воспринимает, ну, женитьба, развод, маленький сын, которому с которым я не имел возможности встречаться, понимаете, и прежде, как бы сказать, любимый человек, который мы делили радости и горе, стал чинить мне препятствия для встречи со своим маленьким сыном. Вот, я думал, а почему так? И как? Кто виноват и прав? Понимаете, я не стал винить того человека в своих бедах, несчастье. Можно было озлобиться, можно пойти по пути, сказать, что это плохо, а я один такой несравненный. Вот, я начал анализировать, и, как один человек сказал, включи голову. Я включил голову, и у меня помимо стихов получилось такое бы, как бы сказать, стихотворение в прозе и обращение к этому человеку. Этот человек, мы сейчас не общаемся с первой своей женой, понимаете, то есть, как бы, то ушло, что ушло. Я благодарен этому человеку за то, что случилось в моей жизни. Я понимаю, что каждый поступает сообразно своему духовному уровню, сообразно миропониманию этой жизни. Это послужило толчком и ступенькой к моему, как бы сказать, творческому и не знаю, духовному, или как сказать, смею ли я сказать, духовному росту. Ну, просто я стал по-другому смотреть на мир. Я обратил мир и вглубь себя, и обратил глаза на мир. Понимаете? Сообразно учению, грубо говоря, восточному учению, мир – это иллюзия майя. И те события, которые мы воспринимаем, они не объективны, они в первую очередь они случаются. И они случаются, да, события случаются, но так, как мы смотрим на мир, это важно, понимаете? Из глубины души, то есть внутреннее «я» должно смотреть на этот мир и понимать, стремиться к объективности. Но объективность его тоже понятие такое. И вот это стихотворение в прозе, моя мольба, моя молитва, выразилась во мне. Я ее очень долго редактировал. Она лежала уже 20... В каком году я? 87-й год, по всей видимости, я ее закончил, да. Вот. И она у меня лежала, я к ней возвращался. Она была опубликована в одной из тульских газет. И я ее не стремился. Сейчас вот я хочу, открыть свою душу, открывать свою душу. Так открывать, чего, как говорится, бояться мне. Кто-то скажет так, кто-то скажет это. Мне глубоко, как бы сказать, не то что безразлично, но просто шумит ветер, шумит и шумит.
Идет дождь, ну и что? Некоторые закрывают окна, закрывают это, им мешает дождь. Мне ничего не мешает. Мне не мешает ни ропот чьего-то суждения. Потому что я понимаю, что бы я ни сделал, что бы я ни сказал, я сам. Я понимаю, что я не такой. Я даже сам себе не знаю, какой я есть. А тем более, я сам не могу понять, кто я и как я поступаю, правильно или неправильно. А как может чужой человек, другой, судить обо мне? Поэтому я начинаю читать. И вот сказала ты сегодня: не ходи к сыну нашему, после тебя неспокоен он. Сам разберется, вырастет, а нужен ли ты ему? И не нашелся я, что ответить тебе разумно, так нежданно больны были слова твои. Да и слушать не хотела ты меня, перебивала и исторгала слова бранные, надеясь, видимо, поколебать дух мой. И не спустился я на поле бранное, не вытащил меч свой, слова разящие, стоял спокойно среди бури слов твоих и глядел смиренно. Ибо гнев мой, крушение надежд моих, сына видеть. И ушел гонимый, унося в сердце слова твои и свои размышления. И с недаемой печалью пытался понять тебя. И вспомнил я дни любви нашей, и падение наше великое, и неверие твое, и беспечность мою. И разминулись вскоре пути наши, и звала ты, а я не услышал, и плакала, не утер слезу, не нашел сил в себе и гордости своей, и незнании своем. И возненавидела меня ты крепко, и чтоб себя спасти, решила меня унизить. И вот я в грязи перед тобой, а ты чиста, и говоришь ты мне: ничтожество. Да, ничто в глазах твоих, но не один на свете я. И, может быть, в глазах иных и я что-то значу. И кто я для тебя? Нищета. И что взять-то с меня, кроме души моей? Да и ее познать не сумела, как и я твоей. И разошлись пути наши, и раздумья тяготели меня, и печаль томила сердце мое. И чтобы выстоять, стремился себя понять. И постиг, что несчастья мои я сам, и страдания мои за грехи мои, и решил искать пути к сердцу твоему, ибо не враг я тебе и не судья, как и ты мне. А судья нам сын наш, ибо вырастет, и как будем смотреть в глаза его. И вот я у ног твоих и молю прощения, не тот прежний, а другой, ибо много воды утекло, и много дум передумано, и многие страдания изменили меня, и надежды имею, что и ты изменилась. И не слышишь ты меня. Далеко сердце твое и помыслы твои, и не хочешь приблизиться. Не шевельнется жалость в душе твоей при виде врага твоего, тобою поверженного, видно, любила сильно себя во мне. И велика досада твоя, и страдание твое, а еще больше гордость твоя. Красивая ты, а злая. Видно много несчастья на голову твою, в глазах ненависть, а в сердце отчаяние. И крик твой от бессилия твоего, и тают силы твои, и сохнешь телом на судьбу свою сетуя, и многих винишь в бедах своих. И было б легче тебе, коли был бы я пьяницей горьким, или человеком непутевым, ибо имея бесполезную вещь в доме, не радуется ей и не сожалеет о потере. И успехи тебе мои, колючки острые, а падение мед сладкий, а сила моя в любви. И веру она дает мне, и надежду, что оттает сердце твое,
и увидишь во мне человека. И сказал это мне: не ходи к сыну нашему, и творишь суд неправедный, ибо был... Да, сейчас. Ибо был виноват и лишился любви твоей. А за что иное? Не любви твоей прошу, ни дружбы, ни милостыни, ни сострадания, ибо любовь далека, дружбы просить не смеет, милостыни не приму, а сострадание – дар Божий. А имея нужду я сына видеть, или общение наше не в пользу нам, или душа моя пуста, или с пути сбился, что нечего дать ребенку нашему. И птица ты вольная, и настроить сети слов своих, и хочу поймать их. И вот уже в руках моих, а нет, взмахнешь крылами своими, и была такова. И все сначала, ибо причинил зло тебе прежде, и как снова поверишь? И крепость ты неприступная, мечешь огонь очами своими, летят стрелы каленые из уст твоих, и нет вреда мне, ибо любовь моя панцирь мой, а ключ от сердца твоего сын наш. И встретились, и разминулись, и идем рядом, но не вместе, и будем идти, того не желая. И совершил грех большой, и велико раскаяние, и упал к ногам твоим, и молю прощения. Я, прежде гордой, ныне смиренной, и нет его в очах твоих, и взалкал я, сказано: прощайте врагов ваших, да будет так. А еще, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два. И сохраним отчеств своей, да умножатся лета счастья твои, и благословен путь твой под солнцем этим, да возобладает разум твой, а я у ног твоих. Ну, так как-то, наверное, на этой ноте мы, наверное, завершим наше выступление. Благодарю вас за внимание.